Приветствую вас, дорогие друзья! Я Андрей Хавратов, автор и создатель онлайн-проекта «Академия частного инвестора». Мне часто задают вопросы, пишут и говорят такие вещи, что Андрей, вот я простой рабочий, зарабатываю 30 тысяч рублей. Кто-то пишет, я предприниматель, у меня немного денег, и как я могу создать капиталы? Как я могу создать капитал там хотя бы 10 миллионов рублей? Я хочу сказать с полной ответственностью, дорогие друзья, что используя то, что вы сейчас услышите, вы сможете в течение 10 лет создать капитал более 100 миллионов рублей. Итак, давайте поехали и записывайте, если у вас есть ручка или лист бумаги. Если нет, то просто слушайте. Первое очень важное правило, я называю это заповедью, это откладывать 10% со всех своих доходов. Вы заработали сегодня, может быть, 1000 рублей, подвезли кого-то, как такси. Отложите 100 рублей. Может быть, вы сегодня заработали 10 тысяч рублей, отложите 10%, значит 1000 рублей. То есть научиться откладывать со всего своего заработка, который вы получаете каждый день или каждую неделю или раз в месяц, 10%. Это деньги, которые вы платите себе. Научиться нужно обязательно и прямо с сегодняшнего дня. Откройте свой кошелек, посчитайте, сколько там денег, отложите 10%. Купите конверт, или если есть конверт почтовый, напишите, это мои инвестиционные отчисления, это мой банк, и положите эти деньги туда. Вторая заповедь, второе правило частного инвестора – четко контролировать доходную и расходную часть. Если я вам задал бы вопрос, или ответьте себе на вопрос, сколько у вас статей доходов? У среднестатистического человека обычно 2, 3, может быть 4 есть направления, в которых он зарабатывает денег. То есть 4 статьи доходов, 5 статей доходов – это максимум. Но обычно 1-2. А сколько статей расходов? За коммунальные заплати, если квартиру снимаешь, заплати, за телефон заплати, за интернет заплати, детям купи и так далее, и так далее. 10 статей расходов. Задаю вопрос, что важнее изучать, доходы или расходы? С полной ответственностью хочу сказать, что нужно изучать расходы. Я слышал такую фразу, что если научить человека зарабатывать деньги и не научить тратить, это большое преступление. Поэтому вторая заповедь – научиться правильно тратить деньги. А для того, чтобы научиться, есть у меня таблица доходов и расходов. Записывайте, сколько вы зарабатываете, и записывайте, сколько вы куда тратите. Это вторая заповедь. Третья заповедь, очень важно, это оберегать свои деньги от потерь. Когда вы научились откладывать 10%, научились распоряжаться деньгами, обязательно происходят такие случаи, когда приходит знакомый и говорит, слушай, займи денег, называет ту сумму, которая у тебя действительно уже отложена. Так вроде бы он знает, откуда у тебя там такая сумма. И ты берешь и достаешь и отдаешь ему деньги, иногда там расписку кто-то пишет. Бывали у кого-то такие случаи? У меня было такое очень часто. Однажды я научился оберегать свои деньги от потерь. Я сказал, больше я никому ничего не даю, то, что я откладываю. И здесь две причины, почему нужно научиться отказывать. Причина номер один. Вы вложили энергию в то, чтобы сохранить эти деньги и накопить эти деньги. Второе. Вы вложили энергию, чтобы создать таблицу доходов и расходов. Каждый день вы скрупулезно все это пишете. А он приходит так с легкостью раз и хочет получить. Вот именно поэтому и проблема существует, когда люди приходят в банк, берут с легкостью деньги, а отдать тяжело. Есть такая пословица, берешь чужие деньги, отдавать нужно свои. Поэтому нужно, третья заповедь, оберегать свои деньги от потерь. И обязательно следовать этой заповеди. Четвертая заповедь – учиться инвестированию. То есть учиться науке, как твои деньги могут расти. Простой пример приведу. Если вы будете каждый день откладывать по рублю, то за месяц вы отложите 30 рублей. За год вы отложите 360 рублей. За 10 лет вы отложите 10 800 рублей. Возьмите калькулятор, у кого есть рядом. Если вы инвестируете со второго месяца по 12% годовых, в среднем будет прирост капитала, через 30 лет у вас появится сумма капитального дохода 108 тысяч рублей. Представляете, 10 тысяч рублей ты отложил, 10 800, а больше 90 тысяч твои деньги выросли за 30 лет. Второй пример. Если, предположим, у вас есть 10 тысяч рублей, и вы инвестировали под 12% годовых, через 20 лет у вас будет сумма примерно 120 тысяч рублей. Если вы инвестировали по 36% годовых, и ваш капитал рос по 36% годовых в среднем, то эта сумма 3 миллиона 600 тысяч рублей. Поэтому нужно учиться инвестированию. И поэтому я создал Академию частного инвестора, где люди получают знания по тому, как научиться сохранять и приумножать свои капиталы. И пятая заповедь, очень важна, когда мы следовали 4, отложи 10%, контролируй доходную и расходную часть, оберегай свои деньги от потерь. Научился инвестировать и учишься инвестированию. Пятое,
учись всегда зарабатывать больше. Почему это очень важно? Когда ты сегодня зарабатываешь 30 тысяч рублей, ты можешь отложить 10 тысяч и 3 тысячи и инвестировать. Но когда ты научился зарабатывать 100 тысяч рублей, значит, ты уже отложил 10 тысяч рублей, и ты можешь инвестировать эти деньги. Но есть такая возможность научиться зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц. Тогда ты можешь отложить уже не 10%, то бишь 100 тысяч рублей, а 30%, 40%, жить на 60%, а 30-40% отложить. Таким образом, увеличивая свой капитал и еще больше создавая портфель в своем, капитал в своем инвестиционном портфеле. И таким образом быстрее, даже не за 10 лет, а может быть и раньше, прийти к капитальному доходу 100 миллионов рублей. Используйте все эти 5 заповедей, дорогие друзья, каждый день. И сначала, конечно же, вы будете их нарушать. Я откладывал 10%, услышал, что нужно откладывать 10% в 1997 году. А регулярно начал откладывать только в 2001. Я хотел бы, чтобы вы начали быстрее, чем я это делать. Поэтому откладывайте 10%, контролируйте доходную и расходную часть, оберегайте свои деньги от потерь, учитесь инвестированию и учитесь зарабатывать больше. И я уверен, что многие из вас, а может быть даже все, кто меня сегодня слышит, за 5-10, максимум 15 лет создадите капитальный доход больше 100 миллионов рублей. С вами был Андрей Хавратов. Пока-пока.